Всем привет, меня зовут Василий, кто меня не знает. Последний раз часто стали спрашивать про мой анализ манипуляции, да, и захотелось сделать такое конкретное видео, чтобы все понимали, что это такое, на чем оно основывается, да. И, в принципе, логика такая, то, что сейчас рынок не стоит на одном месте, и, конечно же, нужны более нестандартные рабочие инструменты, которые помогают нам торговать на короткие промежутки времени, на долгие, на средние, да, для каждого по-разному. Вот. И ну, вообще, я, наверное, хочу начать, вообще, что это такое, откуда оно зародилось, да. Анализ манипуляции — это, можно сказать, придумал ну, оно вышло из-за практики. То есть, если вы в интернете, в "Ютубе" поищите "анализ манипуляции", вы отдельной такой методологии вы нигде не найдете. Можно сказать, она более-менее такая уникальная. В принципе, никто об этом не задумывается, да, но логика такая, то что сейчас уже на рынке правят, ну, больше всего денег, конечно же, ликвидности на биржах. Нужно понимать, что, то есть, анализ манипуляции рассчитано для того, чтобы ну, люди не теряли деньги, да, а чтобы были большие торги. Ну, соответственно, ликвидация — это тоже большие торги. Но цель все равно не чтобы люди потеряли деньги, да, что обычно тоже люди неправильно трактуют, что я говорю, и вообще смысл вообще вот в этих ликвидациях на биржах, да. Ну, нужно понимать все равно азы, куда уходят эти деньги, да. То есть есть люди, которые лонгуют, есть люди, которые шортят, да. И если ну, цена уходит не, например, вы поставили на повышение, цена уходит не в вашу сторону, ушло на определенный процент, то, соответственно, ваши контракты передаются другому, такому же трейдеру, да. Возможно, и, ну, то есть передается другому участнику, и так и передается друг другу вот эти те самые контракты. Но в чем заключается смысл, да? Смысл заключается в том, что здесь на фьючерсных контрактах торги идут несколько раз больше, да. Если биржа зарабатывает, давайте здесь прям буду рисовать, например, 0,01% от одного торга, то есть если мы будем покупать на спотовом рынке, покупать за какую, ну, за $100 мы будем платить 1 цент за каждые $100, так скажем, да. Но если мы будем заходить уже с десятым плечом, да, то, соответственно, мы будем платить в 10 раз больше. То есть мы будем платить уже 0,1 доллар за каждые $100, да, то есть как будто мы открываем на 1000 баксов. И, конечно же, ну, это мотивация для централизованных бирж, чтобы предлагать вот эти цены, которые, ну, то есть вот такие инструменты, и делать с каждым разом его привлекательнее, да, вот. И ради этого, конечно же, делаются разные вот такие вот манипуляции с ценой и в том числе какими-то хайп-идеями. Вот. В какой-то момент это было уже примерно 5-6 лет назад, когда я тоже торговал какими-то обычными там линии поддержками, сопротивлениями, MACD, RSI, то есть все вот эти инструменты, индикаторы, фигуры какие-то технические, да, там алмаз, там вымпел и так далее, да. Но увидел некую такую закономерность, что даже если цена пытается вырасти, даже цена хотят, ну, если я захожу на повышение, то есть определенные уровни, откуда цена должна отскочить, к примеру, наверх, да. И даже если она стремится вниз, но она может все равно отскочить где-то посередине пути, да. Вот. И ну, наверное, сразу буду показывать на практике, да, например, вот во время растущего рынка. Это работает и во время падения, и во время растущего, да. Ну, например, как мы применяли во время вот этого растущего рынка, да, то есть как можно было покупать вот эти все лои, да, то есть
можно сказать, такой читерский метод, чтобы вообще видеть рынок и понимать, где мы находимся, не заходить в жадный рынок, да, а ждать именно определенных уровней, да. Ну, давайте просто убираем то, что мы знаем, все как будто с чистого листа. То есть представьте, что вы новичок, вы пришли на рынок, и у вас по умолчанию, по дефолту у вас стоит плечо 10 плечо, либо 20 плечо. Ну, в основном люди торгуют с 10 плечами, 10, 20 и 5 плечо, да. То есть у нас есть самые 3 базовые плечи, но самое распространенное это десятка. Вот. И если цена уходит не в ту сторону, которая, например, зашел в лонг, то если цена уйдет вниз на минус 10%, как мы помним, умножаем на 10, это минус 100%. И, соответственно, мы с этого можем понять, что это как раз вот эта зона, где биржа заработает, то есть на торгах, да, помните. Вот. Но в том числе люди торгуют с 20 плечами и с 5 плечами. Но больше всего 10 плечо – это такой стандарт, вверх-вниз, всегда десятки процентов. И сейчас я немножко покажу, ну, сегодня я хочу показать вообще просто базу. Я здесь уже сколько лет анализирую вот этот анализ манипуляций и ну, придумал очень много дополнительных инструментов, которые в том числе помогают анализировать. Но в этом видео я покажу, можно сказать, такую базу, да, потому что сейчас я покажу на дневном таймфрейме, но на маленьком таймфрейме все будет работать еще по-другому, и там без дополнительных инструментов уже будет намного сложновато, да. Вот. Но сейчас я, так сказать, как говорится, я выдам базу, да. Вот, то есть мы понимаем, что амплитуда движения это минус 10%, плюс процентов 10, если зашли на понижение, это плюс 10 или наоборот. И здесь мы должны понимать, что двадцатка это самые короткие движения, это минус 5%, либо плюс 5%. То есть это движения вот такие. Десятка это уже вот такие. Но двадцатка, да, то есть 5 это уже бритье минус 20%, что, ну, вот недавно у нас мы упали минус 20%, все были удивлены на рынке, как я знаю, ни одного блогера не было, которые, ну, как я знаю, да, то есть и многие, которые смотрят меня, тоже говорили, что никто не шортил, да. То есть я не был удивлен, что мы упали вот недавно минус 20%, и это было нормально, да, чтобы побрить вот этих с пятых плеч. То есть их копило где-то 3-4 месяца. 3-4 месяца. Десятки их бреют в течение, там, не знаю, 2-3 недель, так скажем. Вот их бреет каждый день. Вот этих бреет уже копит какое-то время, там 2 месяца, 3 месяца, да, а с пятыми плечами заходят уже объемы намного больше. Вот. И их нужно копить, 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 и в какой-то момент выдать рост либо падение. Давайте посмотрим на практике, что мы имеем сейчас. Да? Вот, например, вот этот растущий рынок 2020-2022 мы можем начать отсюда. Да? Например, просто нужно понимать, где больше всего заходят лонгист. То есть люди имеют вот такую особенность, большинство покупать, когда вырастает, и продавать, когда падает. Да? И здесь мы не скажем, что многие так не сделают, но все равно это факты, да, то есть никто не покупает, то есть никто не продает, когда цена вырастает, и никто не покупает, когда происходит страх, когда нужно покупать. Вот. Это работает и на короткие промежутки времени, и на долгосрочные промежутки времени, да, вот. И здесь мы можем мы можем посчитать прям вот эти двадцатки, да, то есть мы видим, что больше всего было заложено вот здесь было, люди заходят, да, то есть мы должны понимать, вот здесь 2 месяца, да, получается, копили, то есть это средняя
Ну, средний лонгист заходил вот здесь больше всего. Мы просто берем взять линейку, да, и мы можем просто здесь провести какую-то вот такую линию. Вот. Мы видим, что цена упала минус 20, то есть, ну, допустим, мы находимся вот здесь. То есть мы не должны шарахаться, мы не должны дергаться, да, и ждать именно вот этих уровней, что чем ниже мы будем покупать, соответственно, у нас доход будет а, ну, намного больше. Не покупать здесь и надеяться, что цена отсюда вырастет вверх, да, то есть лучше всего купить здесь, где-то там внизу стоп поставить, да, и, вместо того, чтобы купить здесь, либо выжидать вот этот весь минус, либо там стоп ставить, сбиваться по стопу и где-то там заходить, да, лучше всего выжидать и ждать самых лучших уровней, то есть чисто проводя, если провести вот эту линейку, да, то есть по аналогии, которую я сказал выше, бритье с пятых плеч, да, то мы можем увидеть, что здесь минус 20%. То есть это легко и просто. Но это сейчас, то есть на дневке она работает прекрасно, на недельке в том числе, она работает в том числе и на вот этих падениях, она работает в том числе и на вот этом росте, да, вот, например, на этот рост, докуда мы можем вырасти, да, то есть тоже мы ищем, где больше всего зашел шорт, я называю это замками, и оттуда берем, и как минимум вот двадцатка, вот, побрили, побрили. Вот, двадцатки. То есть это работает и вверх, и вниз. Далее мы тоже, ну, давайте вот это тоже посмотрим быстренько. То есть зашел здесь, побрила. Их даже не побрила, побрила прям даже вот здесь, вот минус 20. Это как раз я тоже вот это видел. То есть собрали здесь, то есть в двух моментах собрали здесь. И мы не можем вырасти, пока мы не побреем вот этих людей. Минус 20%. Что и произошло. Ну и далее, то есть это происходит всегда, в том числе произошло вот недавно, то есть вот этот сквизок, это вынужденные продажи, да, мы можем тоже взять здесь и вот посмотреть, вот минус 20 это как раз ликвидация плюс каскад ликвидации, вот. И то же самое, и всегда вот это работает, потому что, ну, где больше всего денег биржа заработает по этой логике, вот. Методология вот такую вы, ну, для вас, я думаю, это совсем новое, да. Кажется, все просто, но нужно смотреть уже, если мы сделаем таймфрейм уже 1 час, 2 часа, да, там уже не обойдутся дополнительные инструменты, да, дополнительные инструменты, учитывание глобального, локального анализа, да, учитывание тренда внутри вот этой формации, да, и там тоже есть так называемые замки, взрывы, это тоже я сам придумал, да, где больше будут заработок, в том числе и внутри цикла, то есть внутри цикла еще одни циклы, ну типа такого. Вот. Вот. В принципе, с этими знаниями уже можно понимать, что уже большую часть рынка, куда все идет, да, то есть если это падение было для большинства как будто, о, как это произошло, там Трамп и так далее, да, но я вот вам показал, почему так произошло и как должно было быть, я его ждал, получается, вот, ну, вот с начала этого года, то есть увидел, что здесь начали собираться лонгисты, окей, и все, то есть мы не можем вырасти вверх, пока мы не побреем. В принципе, сейчас уже есть шансы там вырастать, да, вот, и учитывая вот это все, мы должны уже делать, ну, уже свои трейды, какой тренд сейчас уже может быть. Вот. Сейчас уже кричать о том, то, что еще мы будем падать, это уже немножко будет, мы можем уже говорить об этом уже немножко неуверенно, так как уже мы минус, ну, с пятых плеч уже побрили. Вот. Я думаю, видео было интересно, да, кому именно углубленно интересно изучение анализом
анализа манипуляций и нахождения точечных точек, так, а, откуда, ну, чтобы именно использование для трейда, да, можете написать мне в личные сообщения, да, понаблюдать в телеграм-канале, да, я там тоже постоянно выдаю свои идеи, да, вот. Поэтому welcome, да, кому интересно, пишите. Ну, я, наверное, буду заканчивать. Ага. Все. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, делайте репосты, рассказывайте друзьям. Я думаю, что это очень уникальный контент, который на рынке и в Ютубе, и, ну, в интернете нигде такого нету. Всем пока.